Приветствую вас на моем канале. Сегодня буду делать коррекцию себе. Исполнять ее буду с помощью акрила. Если вам интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Если помните, прошлую коррекцию я делала с помощью акрила. Теперь я точно поняла, что я просто влюблена в этот материал. С этими ногтями я отходила больше 4 недель. Как видите, отслоек нет. Несмотря на то, что много девчонок в комментариях писало, что под акрил нужно использовать только кислотный праймер, вы видите результат. В прошлый раз я использовала бескислотный праймер, и ногти отлично относились. Еще мне понравилось, что акриловые ногти очень крепкие. Чтобы такие ногти сломать, еще нужно очень постараться. Коррекцию я начала с того, что с помощью щипцов сняла старые стразики. Затем твердосплавной фрезой снимаю старый материал. Скорость вращения фрезы 35 тысяч оборотов. Еще один большой плюс этой системы в том, что нет мелкой пыли. И когда я пилю, получается вот такая крупная стружка, которая сразу же падает на стол. А когда я пилю гелевые ногти, у меня очень много пыли, несмотря на то, что в моем столе установлена достаточно мощная вытяжка. Ну вот, старым материалом закончила, теперь пушером отодвигаю кутикулу, затем острой частью, топориком вычищаю весь птеригий, который мне удается достать. А дальше работаю по той же схеме, что и всегда. Беру фрезу пламя с острым носиком и вычищаю птеригий с одной стороны. Работаю при этом на форварде. Когда разобралась с одной стороной, останавливаю вращение фрезы, жду, пока она окончательно перестает вращаться, затем переключаю свой аппарат на режим реверс и начинаю работать с другой стороной, вычищаю птеригий там. Теперь пилкой 100 гриз сужаю свободный край, затем этой же пилкой прохожусь по поверхности ногтевой пластины. Для того, чтобы лучше приподнять чешуйки натурального ногтя для лучшей сцепки с твердым материалом. В данном случае это с акрилом. Теперь, когда я сняла глянец, наношу вспомогательные жидкости. Изначально это дегидратор, прохожусь пару раз. Затем наношу бескислотный праймер. Как я уже говорила, в прошлый раз я тоже его использовала, и все относилось просто отлично. Когда праймер подсох на воздухе, могу приступать к выкладке удлинения. В прошлый раз я это делала в 2 подхода, а сегодня решила попробовать сделать удлинение с помощью только одного шарика акрила. Главное, что я поняла, при работе с акрилом нельзя суетиться, ведь каждое лишнее движение приводит к тому, что материал застывает быстрее, поэтому не спеша я выкладываю ложе. Несмотря на то, что это довольно непростой материал, я очень хочу правильно научиться работать с ним. Как вы знаете, чтобы акрил заполимеризовался, лампа здесь не нужна. Поэтому нужно немного подождать и можно приступать к тому, чтобы опилить линию улыбки. Конечно, мне кажется, что можно было бы и не опиливать линию улыбки, но я все-таки побоялась, у меня еще не настолько наметан глаз, чтобы потом не было никаких неровностей, мне несложно взять пилку 100 грит и придать четкости линии улыбки. Для свободного края я использую специальный акрил для выкладного френча. Сегодня это будет розовый оттенок. Мне, конечно, еще достаточно сложно контролировать материал. Я еще не понимаю, какой шарик у меня получится каждый раз, поэтому немного взяла больше материала, чем мне было нужно. Но несмотря на это, я все равно очень кайфую от работы с этим материалом. Конечно, как я говорила уже и в прошлый раз, есть очень большой минус, это запах, и от него никуда не деться. Я к нему уже привыкла и только начала радоваться, что у меня получается работать с акрилом, но тут внезапно нам постучали в дверь соседи из офиса, который находится рядом, и поступила жалоба на то, что им мешает запах.
Я, конечно же, очень сильно расстроилась, пришлось быстренько заканчивать делать себе коррекцию, ведь не очень хочется ругаться с соседями. Теперь не знаю, что мне делать и как мне быть, ведь я не хочу отказываться от акрила, но запах очень сильный. Поэтому придется искать какие-то варианты, как я смогу все же работать с этим материалом. А пока я рассказывала вам свою историю, я уже начала опиливать поверхность с помощью твердосплавной фрезы. С помощью пилки Stock Grid делаю завершающий опил. С помощью тонкой керамической фрезы выпиливаю натуральный ноготь. На этом моя коррекция была закончена, ведь мне нужно было уже бежать на занятия. Спустя 3 дня я нашла немного времени на то, чтобы доделать себе коррекцию, поэтому ножничками срезаю кутикулу, которая у меня осталась. Затем маленьким алмазным шариком, у которого красный маркер, зашлифовываю срез, а также боковые валики. А чтобы мой френч не был скучным, я решила разбавить его рисунком. Изначально думала, что нарисую только пару цветочков, но тогда мне захотелось добавить еще смешную пандочку. Для рисунка буду использовать гель-лаки. If you still want me, and we will never be apart. I guess I couldn't see just what you meant to me. Get off the phone and sober up, because it's you and me now. I try, and then I mess it up. That's the story of my life. Say yes, I'm at the coffee shop where we used to go at night. I guess I couldn't see just what you meant to me. Get off the phone and sober up, because it's you and me now. You and me
always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry. I'm still not sure if you told lies, but I don't care, it's all forgotten now. We're holy when we touch anyhow. Holy when we touch anyhow. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. With the black guys. Hanging up to see if you would call me. I miss you more when you seem too far away. And you can blame it all on me as long as we can find our way. Do you remember all the times we tried to stop this? Yeah, we end up the same every time. Cause when our bodies meet, there's nothing left to fight about. We're holy when we touch anyhow. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. На этом этапе перекрываю ногти топом. There's an imminent storm, it's unavoidable, yeah. But as long as I feel that you see me, I will pay no mind at all. Когда топ немного подсохнет в лампе, беру белую гель-краску без липкости и добавляю немного объема. To survive, just let us keep on with the black guys. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Когда последняя линия просохла в лампе, мои ногти готовы. Вот такие няшки у меня сегодня получились. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой дизайн. А я очень надеюсь, что немного хотя бы была для вас полезной. С вами была Миронова Виктория. До встречи в новом видео. You and I, we're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you